Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание чистому четвергу. Друзья, не просто чистому четвергу, а поговорим о том, как же правильно в этот день вы можете привлечь деньги, изобилие, достаток в свою жизнь. Итак, друзья, чистый четверг так в народном календаре называется. Четверг на пасхальной неделе. И чистый четверг – это четверг последней страстной недели Великого Поста. И она является одной из наиболее строгих, и связано это, к сожалению, с последними днями жизни Иисуса Христа на земле. Именно чистый четверг связан с очень важным евангельским событием, а именно Тайной вечерей. Замечательно то, что в этот день произошла последняя трапеза Иисуса Христа на земле. Он установил таинство Евхаристию, которое заключается в специальном освящении хлеба и вина и с последующим их вкушением. Так верующие приобщаются к Богу. Согласно апостолу Павлу, это есть тело и кровь Христова. И согласно вере, это таинство необходимо проходить регулярно, поскольку оно помогает очистить душу. В этот же день Спаситель предсказал предательство одного из своих учеников. На Таинной вечере он также предрек апостолу Петру, что тот отречется от своего учителя трижды до того, как пропоют петухи. По евангельскому преданию Иисус Христос в этот вечер вознес моление в Гефсиманском саду, позвав также и 3 своих учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Он просил их бодрствовать во время его молитвы. Сама она с точки зрения христианства несет в себе следующий смысл. Плоть пытается избежать смерти, и в то же время дух готов к подвигу ради отпущения человеческих грехов. Иисус Христос нашел своих учеников спящими, а после молитвы его взяли под стражу. На сегодняшний день на месте моления Спасителя стоит католическая церковь всех наций. Перед алтарем находится камень, на котором и молился Иисус Христос. На Руси день Великого Четверга издавна считался магическим, наделенным огромной энергетикой и мистической силой. Именно в этот день раздавали все долги, избавлялись от негативных эмоций, а также с помощью обычной воды очищали и тело, и дух, и пространство вокруг себя, заканчивая генеральную уборку. В этом 2022 году все мы с вами чистый четверг будем отмечать 21 апреля. И вы знаете, вот с чистым четвергом связаны многочисленные народные приметы и традиции, которые в старые времена неукоснительно соблюдались. Конечно же, большинство традиций сохранилось и в наше время. Например, считать деньги на чистый четверг будут многие люди, и это достаточно хорошо. Это народная примета, которая передавалась из поколения в поколение, и считалось, что именно эта практика умножит благополучие семьи, и деньги побегут в дом. И, наверное, это считается чуть ли не самой важной для этого дня. Поэтому, чтобы деньги всегда были в вашем доме, нужно, спрятавшись от всех, трижды все деньги пересчитать до копеечки именно в день Великого Четверга. Также в этот день никому и ни в коем случае нельзя ничего одалживать, в том числе и деньги. Считалось, что дать долг в этот день – это таким образом вы передаете свою удачу и счастье другому человеку. Не говоря о том, что отдавая деньги в долг в этот день, человек отдавал финансовую стабильность из своего дома на весь год вперед. И считалось, что омовение на чистый четверг и очищение дома помогает избавиться от груза забот и дурных привычек предыдущего года. Дом отмывали тщательно, да и сами не забывали зайти в баню.
Наши бабушки в этот день не забывали прочитать определенные слова, чтобы сохранить красоту надолго. Конечно же, в этот чистый четверг есть такие народные приметы, которые связаны с ростом волос. И считается, что если вы пострижете кончики волос в этот день, то вместе с ним уйдут все горести и заботы. Если есть у вас возможность, то ополоснитесь до восхода солнца. Есть такая народная примета, что если умываться в чистый четверг из серебряной посуды, то нечистая сила обойдет вас стороной. В наше время омывание в источнике вполне можно заменить прохладным утренним душем, а умывание из серебряной посуды выполнить таким образом: положить в стакан на ночь любой серебряный предмет и умыться этой водой уже с утра. Вы знаете, многие народные приметы на чистый четверг связаны с финансовым благополучием дома. Считается, что начиная уборку окна, дверей надо мыть водой, в которой лежит горсть мелочи. Таким образом, это привлечет деньги в дом. Кроме того, считалось, что генеральная уборка на чистый четверг поможет найти когда-то утерянные, но, возможно, дорогие вещи. А вода, которая осталась после генеральной уборки, стоит вылить подальше, представляя, что вместе с ней уходят и все неприятности. Убирать надо начинать с самых темных и запущенных углов дома или вашей квартиры. Желательно и перестирать все белье. В деревнях иногда после четверга спали просто на соломе, так как все простыни были выстираны и развешаны для просушки. И знаете, друзья, обязательно вот в чистый четверг для вас, если вы правильно все сделаете, этот год для вас может стать годом финансового благополучия. Как мы уже сказали, деньги в этот день нужно посчитать 3 раза. И пересчитать нужно все деньги, которые есть в вашем доме. И позаботьтесь о том, чтобы во время пересчета денег ничего вас не отвлекало. И вы знаете, этот процесс должен быть целенаправленным, с пониманием важности традиции. Не стоит в этот момент отвлекаться на телефонные разговоры, потому что просто разрушит всю силу традицию. И не нужно запаздывать. Пересчет денег обязательно должен закончиться до заката солнца, чтобы деньги не начали убывать. Конечно же, на чистый четверг готовили и четверговую соль. В те времена ее запекали в русской печи на 7 березовых поленьев, завернув в капустный лист, а потом именно ею, серой с черными угольками, посыпали пасхальные яйца или насыпали возле порога защитной полоской. От любого заболевания спасет четверговая соль со стаканом воды. А узнать рецепт и что, как и правильно поступать, друзья, у нас видео на нашем канале. Поэтому заходите на канал, и есть видео, о котором вы много чего можете узнать и как правильно сделать в чистый четверг. Некоторые красили яйца к Пасхе именно на чистый четверг. Многие именно в этот день и пекут куличи. Конечно же, в чистый четверг покупают или срывают веточки вереска и можжевельника и украшают ими дом. Считается, что именно это оберегает дом от всевозможных бед и неприятностей. Если говорить о том, что нельзя делать на чистый четверг, то советы довольно просты. Вода, которая остается после уборки, нужно выливать обязательно за пределами дома. Тогда у вас получится избавиться от накопленного негатива. Нельзя оставлять и грязную посуду. Нужно мыть ее сразу после того, как вы поели. Естественно, в большой церковный праздник запрещено ругаться, обижаться и сквернословить. Конечно же, праздничная еще дата окутана не только большим количеством всевозможных практик и ритуалов, но имеет свои народные поверья. Знаете, что не убрать дом в чистый четверг и встречать Пасху в грязном доме к череде неудач и бед. Не стоит никому ничего одалживать, а вот хорошая погода в четверг, вы знаете, в ближайшем будущем будет много приятных событий. И вы знаете,
В этот день наши предки считали, что можно узнать, как сложится ваша жизнь. Для этого нужно зажечь свечу, подняться с ней в темноте на чердак или сесть в темной комнате и, глядя на пламя, задать вопрос. И вот ответ приснится вам грядущей ночью. Конечно же, в этот великий праздник любая молитва считается особенно сильной, если вы читаете ее искренне и от души. Друзья, и мы в описании к этому видео оставим молитвы, которые рекомендуем вам произнести именно в чистый четверг. Это очень важные слова, которые помогут вам привлечь удачу, счастье, также на очищение души от всевозможных грехов. Вот теперь, друзья, вы знаете, что вы можете сделать в чистый Великий Четверг, последний четверг перед великим праздником Светлой Пасхой. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Обязательно подписывайтесь и на наш телеграм-канал. Ссылка в описании к этому видео на наш телеграм-канал. Обязательно ставьте лайк этому видео. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам больше интуитивно понравилось. И смотрите, возможно, там есть подсказки от высших сил для вас.